Всем привет, дорогие друзья, на канале Пайкмейкер. С вами, как всегда, я, Михаил. Приглашаю вас прослушать рубрику «История персонажей». Сегодня расскажу про Феличе Дон Пепонне. Феличе Дон Пепоне, упоминающийся персонаж в игре Мафия Lost Heaven, ее переиздание Мафия Definite Edition, Дон своей криминальной семьи. Пепоне родился на острове Сицилии, откуда потом в малом возрасте вместе с родителями эмигрировал в американский город Лос-Хевен. В более взрослом возрасте Феличе основал свою криминальную семью, которая была единственным мафиозным кланом в городе. В итоге за все эти годы управления Дон Феличе Пепоне стал самым влиятельным человеком в городе. У Дона было два капо – Эннио Сальери и Марко Морелло. Но в душе Феличе понимал, что когда-нибудь сами для него преданные люди воткнут ему нож в спину и займут его место. В 1921 году капо режиме Эннио Сальери и Марко Морелло убивают Дона Феличе Пепоне и уничтожают его криминальную семью. После этого Сальери и Морелло основывают свои криминальные семьи, поделив город Лос-Хевен на две части. Если вы хотите увидеть мои страдания, мои слезы, мои огорчения и просто веселый, прекрасный контент неудачных фейлов, моментов, добро пожаловать на мой Бусти. Ссылочка на Бусти находится в описании данного видеоролика. Всего лишь нужно заплатить будет 50 рублей, и вы сможете посмотреть этот фейл момент. Дон Феличе Пепоне был боссом семьи Пепоне, первой заметной итало-американской мафиозной банды в Лост-Хевене. Его личная история до того, как он основал семью в начале 1910-х годов, неизвестна, но можно предположить, что, как и большинство ранних боссов американской мафии, он начал свою криминальную карьеру в Италии и переехал в Америку в поисках новых возможностей. В семье Пепоне входили многие будущие деятели мафии Лост-Хевена, в том числе Эннио Сальери, Марко Морелло, Серджио Морелло, Винченцо Риччи, Луиджи Марино и Франко Летти. Пепоне также помог установить множество традиций и практик мафии, которые будут подражать другие семьи. Он зарабатывает деньги с помощью тщательно контролируемых вымогательств, связанных с различными незаконными предприятиями, имел систему рангов, определяющую, какие роли занимают его люди в семье, и поощрял коррупцию среди полиции и политических чиновников, как средство защиты своей организации от закона. Правление Пепоне, как самого могущественного криминального авторитета Лос-Хевена, закончилось в начале 1920-х годов его убийством. Публику заставили поверить, что он был убит случайно во время неудачной коммерческой сделки, но на самом деле он был убит своими собственными капо-режимами Сальери и Морелло, после чего его империя была разделена между ними. Люди, пришедшие после него, в значительной степени затмили Пепоне, и поэтому его наследие, как отцом мобов Лос-Хевен, несколько отошел в тень. Феличе Пепоне, Эннио Сальери, Марко Морелло, Винченцо Риччи. А если вы хотите узнать о разных раздачах на разных площадках, или вот на приложении iOS и других разные промокоды, разные игры, разные площадки, разные халява, то присоединяйтесь к моей группе «Ну просто халявы». Ссылочка находится в описании данного видеоролика. Тут каждый день модерация данной группы, в том числе я лично, вас радует разными халявами. Его персонаж был вдохновлен большими Джимом Колосимо, который основал первую мафиозную семью в Чикаго и был убит в 1920 году вооруженным человеком в своем ресторане, что, как полагают историки, было организовано его правой рукой Джонни Торриро из-за того, что Колосимо отказался позволить семьям заняться бутыльерством.
По словам детектива Нормана, смерть Папона наступила из-за того, что он утонул в озере. Вероятно, это было сделано для того, чтобы его убийство выглядело как несчастный случай, чтобы его можно было легко объяснить. Приятного аппетита Морелло мрачно заявляет, что он и Сальери находятся в состоянии войны с тех пор, как мы убили Папоне. В четвертом интермеццо детектив Норман утверждает, что фотография в галерее ниже сделана в апреле 1920 года. Фотография также появляется во финале «Крем дели Крем». В оригинале «Мафии» модель Дона Папоне из-за нехватки модели была использована еще для двух персонажей – прокурора и клиента банка в предпоследней главе. В издании Definity Edition этот недочет исправили. В оригинальной игре его имя ни разу не упоминается. Ему посвящена карточка номер 10 из коллекции сигаретных вкладышей Mafia Definity Edition. И на этом история про Феличи Дон Папоне подходит к концу. Всем спасибо за просмотр. Не забудьте план действий, который видите прямо на ваш экран. Хай лайк, колокольчики и подписка на канал. С вами был Михаил с канала Пайкмейкер.